1912 году для общества «Кавказ и Меркурий» в Коломне был отстроен речной теплоход крупных размеров. Юбилейная дата подтолкнула создателей дать кораблю имя в честь князя Петра Ивановича Багратиона, который был генералом и героем войны 1812 года. Теплоход был великолепен. По задумке создателей он вмещал 340 пассажиров. Размеры судна позволяли всем разместиться внутри достаточно комфортно. Корпус корабля был изготовлен из немецкого металла самого лучшего качества. За движение князя Багратиона отвечали две паровые машины. Позднее их заменили на дизели. Максимально теплоход мог развивать скорость до 21 км в час. Исторические сведения гласят, что во время его спуска на воду даже присутствовал царь Николай II. Сначала теплоход перевозил пассажиров по Волге. Это было судно для отдыха и развлечений, что-то типа современных круизов. Затем случилась революция и гражданская война. Судно превратилось в боевой корабль. В 1919 году уже при Советах его переименовали в памяти товарища Маркина, но в народе его все равно называли по-старому. В 50-х годах судно было капитально реконструировано. Корабль стал настоящим ветераном речного флота, пережив все подобные себе судна, и смог похвастаться трудовым стажем целых 72 года. Вплоть до 1991 года он работал на пассажирских линиях Волжского бассейна, в том числе на транспортной линии из Горького в Астрахань. Несмотря на это, в 1991 году он был списан, а затем продан частному владельцу в Крым. Есть информация, что непредназначенное для моря судно ходило в качестве плавучего ресторана вдоль Феодосийского залива до 1994 года. И того же года его отбуксировали в Судак на его последнюю стоянку. Какое-то время ходили слухи, что судно хотят переоборудовать в плавучую гостиницу, туристическую станцию или даже сделать арт-объектом. Однако каждый раз, посещая это место, мы наблюдаем лишь то, как стремительно разрушается судно. С момента, когда мы впервые забрались на борт князя Багратиона, многое изменилось в худшую сторону. Вандалы побили стекла, попортили интерьер, накидали гору мусора по всему судну. Сейчас судно стало тщательнее охраняться, и уже попасть внутрь не так-то и просто, что, вероятно, к лучшему, ибо кто-то посещает это место, чтобы узнать о истории этого парохода, а кто-то, к сожалению, чтобы разломать все то немногое, что сохранилось до наших кино. В 2010 году здесь снимали фильм Антона Барматова «Чужая». Здесь зависнем пока. Машина нам нужна будет. Не краденая. Есть у тебя кто-то приместе, что Крашпиля не работал? Был там один пацан. Телефон не помню. Жень, ты не буксуй. Ты же шустрый. Так шевели мозгами. Крашпиль мелочь. Что теперь делать будем? Что скажешь, Жень? Ладно, сделаем, деда. Ты ведь уже все решила. Окна и двери парохода прочно заколочены. Есть несколько способов попасть внутрь. Первый — это одно замаскированное пластиком окно, которое легко вытаскивается. Именно так мы и попали на борт, пройдя на свой страх и риск по прогнившей палубе. Сейчас, несмотря на то, что появился охранник, следящий с утра до вечера, окно так и не заколочено. Второй способ — это пролаз в прогнившей обшивке корпуса, через который можно попасть в трюм, а уже оттуда есть дверь внутрь. Доступна она или нет сейчас, сказать трудно. Третий способ — это парадный вход. Сомневаюсь, что он сейчас заколочен, ибо так или иначе у охраны должен быть доступ внутрь парохода. На палубах была разграблена большая часть металла. Окна выбиты, двери много где выломаны. На первом этаже помимо кают находилась прачечная, гладильная и дезинфекционная камера, а также машинное отделение. До наших времен сохранилось мало. По пути к помещениям была лестница на второй этаж, где и сохранилась вся красота и загадочность этого места. На втором этаже, помимо хорошо сохранившегося коридора с колоннами и зеркалами вдоль всей стены, есть несколько больших помещений с красивыми потолками, богатой деревянной отделкой, резными колоннами, стенами из красного дерева, символиками в виде 3 колец. В одном из залов даже сохранилась старая мебель. Конечно же, то, о чем нельзя не сказать, это пианино. К сожалению, на сегодняшний день оно уже не рабочее. Откуда оно здесь взялось, на самом деле загадка. По одной из версий, это пианино было подарено царем в день, когда князь Багратион был спущен на воду. Пианино весьма антикварное, и вполне вероятно, что лет ему столько же, сколько и пароходу. Но есть и другая версия. Пианино специально было привезено на пароход для съемок того самого фильма «Чужая». Именно на нем играет главная героиня.
Знаешь, мне такое чувство, что мы с тобой последний раз вместе. Почему? Ты добазарилась с мусорами? С ними добазаришься. Знаешь, сколько зарядили? Сколько? Лимон. Таких денег не бывает. У Рашпиля и то только 300 штук было. Бывает, Жень. Бывает. Вообще, зная про этот фильм, пусть и не сильный, на мой взгляд, в сценарном плане и, в принципе, не несущий большой творческой ценности, но атмосфера, находясь здесь, складывается особенно, осознавая не только историческую ценность этого парохода, но и, по сути, то, что это самая настоящая съемочная площадка. В общем, как бы эзотерично это ни звучало, но здесь царит очень сильная энергетика. Ну и самое особенное напоследок. Мы забрались на самый верх, к капитанскому мостику. И интересен здесь не только он, а вид вокруг бухты Капсель. Думаю, здесь комментарии не нужны. Хочется верить, что такие места, как этот теплоход, хотя бы попытаются сохранить. Однако, глядя на то, как стремительно он разрушается, надежды на его воскрешение уже не остается. И я рад, что могу сохранить часть этой истории хотя бы в этом видео. Не забудьте подписаться на канал и оценить ролик. Спасибо за просмотр.